Что взять в дорогу, если впереди 10 тысяч километров? Думаешь о вещах? А стоило подумать о том, без чего останешься. Без света, без электричества, без воды. Это история о том, как идеально спланированная поездка пошла не по плану. Привет, меня зовут Андрей. Это мой авторский канал про автодома и автопутешествия. Напоминаю, просто давно не появлялся в кадре. Это мой автодом. Это я. Вы на канале Team Tour Van. Это мой авторский канал про автодома и путешествия. Здесь я показываю быт, поездки, ремонты, улучшения. Все, что связано с автодомами, прицепами, активным отдыхом. И прежде чем начать, хотел поздравить всех с началом нового сезона. Пожелать мне гвоздя не жезла, пожелать ровных дорог и душевных стоянок. Пусть новый сезон будет полон ярких эмоций и впечатлений. С момента последнего ролика на канале прошло много времени, событий. Я планировал поездку в Грузию, я о ней рассказывал, собирал вещи, строил маршруты. Я в голове строил такие красивые виды гор Грузии, побережья побережья Турции, какие-то еще экзотические места. Из всего плана сработал только пункт «поехать». Ну и в конце «не поехать». В действительности же получилось съездить в Грузию, причем 2 раза в течение очень короткого времени. Мы должны были забрать вещи со склада, отдохнуть на Черном море, в районе Батуми на обратном пути и спокойно вернуться. Представляете, да, какие картины в голове мы себе строили. Еще здесь, в Сербии, мы заказали услуги перевозки со склада от Armenian Delivery Logistic Group. Ну, вы поняли. Ну, и они, естественно, профокапили все сроки. Ко всему этому еще пришлось делать 2 ходки назад в Сербию и обратно, потому что количество вещей просто зашкаливало. Каждый сантиметр свободного пространства был загружен в автодоме. Ну и вот... Что там такое? Показываю, как у нас чисто и как мы практически не заполнили автодом. Ага, практически чисто. Даже я тебе не верю. У нас куча еще места. Где? Первый раз я загрузился прям полностью. В рундуке у меня ехала пианино. В рундуке. Алькови. Пианино ехала. Ехала куча вещей, деталей, запчастей. Практически все, что было на складе. Как оказалось, это 5 кубов у нас было арендовано на складе, полностью забитых. Часть вещей мы успешно продали еще со склада на барахолку, но часть вот пришлось перевозить. Маршрут перестроен. И вот мы едем, получается, назад. Вторая ходка. Ну, есть несколько еще дней. Мы заедем в Турцию на побережье, чуть-чуть отдохнем, покупаемся и потихоньку доедем до нашего, до дома. Вот. Но, как говорил мой дед, не все потеряно, еще терять и терять. Где-то после Самсуна на равнине в Турции, вот на маршруте к Стамбулу, расстояние уже где-то около 8000 километров мы проехали. Это вот заканчивается побережье Черного моря, и вот равнина, стоит жара 40-50 градусов. У нас, напомню, нет кондиционера, мы немножко вареные, но уже едем вот, в надежде, что к вечеру мы приедем на море.
И будем купаться, там, пару деньков отдыхать. Чао. Треба да завершимо. Окей. Конечно, YouTube. Я ж не этот. Не танцуй. Да не, я все пометил. Нормально. Да не є проблема. Ладно. Далі ізлазити вже? А. Я мором лідер. Розумію. Ну да, добре. О, так даже лучше. В общем, едем мы по равнине Турции, после Самсуна, в сторону Мраморного моря, плюс 50. У нас нет кондиционера, мы слегка вареные, жара стоит, ни ветерка, ничего. Ну, уже в надежде, что сейчас к вечеру мы доедем, покупаемся, отдохнем. Пару дней у нас есть в запасе. Но судьба распоряжается иначе. Мы попадаем в ДТП на полной скорости. У нас лопается колесо. Благо, мы были реально груженные. И, наверное, это нас спасло от опрокидывания. Руль начинает кидать во все стороны, но машину я останавливаю. И получается вот это. Самое смешное, что я выложил чемодан с инструментом и смелый полетел назад за приключениями. Вот приключения меня настигли. Колесо в мясо, мы стоим в пустыне, благо мы находились в Турции, и уже через 15-20 минут на дороге появились вспомогаторы. Возможно, гвозди рассыпали именно они. Но после нескольких раундов торговых переговоров за 100 баксов они любезно согласились поставить нам запаску. И уже почти к вечеру мы полностью вымотанные, уставшие, злые, доехали до города, остановиться, перекусить, немножко отдохнуть. И тут выясняем то, что полностью в будке пропало электричество. Отпало электричество, непонятно почему. Не работает электричество, это значит, не работает вода, не работает освещение, не работает санузел, ничего не работает. Еще 1500 километров пути. В общем, злые мы решили никуда уже не ехать, не заезжать. И поехали нон-стопом домой. Еще переночевал перед границей заправки в ночь. Вот, и нон-стопом добрались домой. Приехал домой, думал, ну хоть сейчас наделаю контента. Я специально купил хорошую камеру, 2К регистратор с функцией таймлапсов. Думал, сейчас сделаю красивые нарезки, повыкладываю, хотя бы будет какой-то контент. Но взяв карточку, обнаружил, что карточка памяти тоже оказалась повреждена. Такое ощущение, что произошло то ли какое-то замыкание из-за аварии, то ли еще что-то. Но, в общем, ни один файл не открывался. Идеальное завершение хреновой поездки. Поэтому остался я без впечатлений, без отдыха, без воспоминаний. Остались какие-то записи с телефона, которые делали. А так все остальное тоже пропало, погибло. Отдохнул, пошел выяснять, что же случилось с электричеством, почему не запускают блок управления. Выяснилось, что
отвалился блок EBL. EBL у меня стоит модель 99. В интернете, естественно, полной схемы нет. Мне пришлось полностью отреверсить все блоки. Но зато теперь я могу считать себя экспертом в блоках управления, так как я перебрал почти каждую деталь в каждом модуле. Поэтому, если нужна помощь, пишите, постараюсь вам помочь. А если это интересно, я делал какие-то видеозаметки для себя, могу оформить их тоже в видео и выложить для тех, кому это интересно, и как я искал и решал проблему. В общем, прошлый сезон закончился, не успел начаться. Пару месяцев потратил на выяснение и решение проблем с блоком управления. После этого удалось съездить покататься один раз по Западной Сербии. После начались дожди, плохая погода, слил воду, законсервировал на зиму и пошел ждать новый сезон. Поэтому у меня огромные планы на этот сезон. Есть куча нереализованных амбиций, задумок. Буду намного чаще выпускать видео. Оставайтесь, подписывайтесь. У меня возникла интересная задумка сделать рубрику про рейтинг страны для автопутешественников. Расскажу, на что обратить внимание, дам свой субъективный рейтинг. На мой взгляд, это должно быть удобно, так как часто просматривая видео, хочешь найти полезную информацию, получаешь часовой блог, где информация вроде как и присутствует, и она объявлена в описании, но тут 5 минут информации, после этого 20 минут мы кушаем в Икее, а после этого еще что-то, потом информация про кемпинг, и в результате такую информацию трудно выуживать, сложно анализировать, ну и опять же, не всегда есть время просматривать такие длинные блоги. Я сам мечтаю объездить весь мир, как духанка из одноименного ТГ-канала, и сделать энциклопедию по странам с краткой полезной информацией, которую можно будет обновлять, дополнять. Также я занялся изучением и в ближайшее время расскажу вам, как улучшить работу нашего всеми любимого абсорбционного холодильника. Есть у меня несколько заготовок. Сырых файлов комментирую, тоже поделюсь с вами путешествием, которые мы уже совершили. Также завел ТГ-канал про путешествия на Балканах для общения. Там же будут все артефакты, с которыми я буду делиться с вами здесь в видео. Там же планируем обсуждать и планировать совместные путешествия по Балканам. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом у меня сегодня все. До скорой встречи. Обнял.